Еп. Я всех приветствую на своем канале. В долгих поисках за нормальным звуком со своего микрофона я понял, что нормальных роликов такие нету. Я облазил кучу роликов. Вот сейчас ради примера, ради интереса, кому интересно, сейчас открою и покажу. Вот, собственно, тому пример. Облазил кучу роликов подряд. Русских, не русских, и испанских, и немецких, и английских. Короче, кучу роликов, прям вплоть до того, где он 26 просмотров. Искал нормальный звук со своего микрофона, который я успешно приобрел во время хайпа. И не сказать, чтобы пожалел, не сказать, чтобы сильно радовался, не сказать, что сильно разочаровался. Но, так скажем, звезд с неба не хватало, когда начал слушать, какой с него звук. Чтобы вы понимали, я сейчас выключу все фильтры. Вот такой у него звук без фильтров. То есть без какой-либо обработки. Сейчас я верну обратно, потому что, мне не очень нравится такой звук. И перебирая все эти ролики на ютубе, я, пробовал, слушал, подбирал. В большинстве случаев там просто были обычные фильтры OBS. То есть не было ST-плагина. То есть там по обычному эспандер, компрессор, не эквалайзера, ничего. Шумодав еще накидывали. И, считают это нормальным. Но из-за того, что мне, в принципе, не нравится свой голос, я искал чего-то лучшего, чего-то более стоящего, чтобы хоть как-то я мог сам себя воспринимать. И на протяжении, наверное, года я часто менял настройки. Но они как бы звучали хорошо, но мне самому не нравилось. Потому что мне не нравится свой голос. Опять же повторюсь. И что-то начал снова искать. По ютубу лазить, ролики искать, но понял, что ничего нового не появилось. То есть никто так и не закинул нормальный пресет настроек для микрофона в YouTube. Думаю, надо записать. Поэтому, собственно, мы сегодня здесь собрались. Надеюсь, вам понравится звук, и вы будете благодарны. Что еще я могу сказать? Я, собственно, могу сказать то, что подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк. И в описании будет ссылочка на Twitch, кому не сложно, подпишитесь. Я там сейчас редко стримлю, но все собираюсь. Так, переместились мы в OBS, все видно. Заходим в фильтры. В фильтрах у меня тут много лишнего. Я шумоподавление не включаю, потому что оно портит звук. И по сути, если вам видно микшер, вот когда я молчу, шум достаточно слабый. Я не включаю шумоподавление. Максимум, музыку могу поставить на фон, потому что шумоподавление режет качество звука. Я настроил по громкости так, что у меня, грубо говоря, не сильно шумит. На самом микрофоне стоит на 2, а на Windows стоит на 60. Итак, поехали. Фильтры. Стоит компрессор TDR котельников. Пакет TDR котельников. Стоит пресет просто мастеринг tight. Мне, в принципе, удовлетворяет этот пресет. Что-то там. Я из одного ролика, точно не скажу какого уже, потому что сбился со счета, сколько я посмотрел, нашел вот эти вот 2 плагина, достаточно интересных. Компрессор и что-то там TDR-ново. Вот, тут у меня просто стоит DSR. То есть просто глушит эски, чтобы не было слишком вот этих слишком сильно. Дальше у меня идет эквалайзер, часто его использую тут в OBS, видел в некоторых роликах, но там настраивали детально, и это детально выглядело паршиво. Поэтому я нашел тут пресеты. Есть один Presence, он просто накидывает верхние частоты. Есть Brighter and Bass.
он вытягивает верхний, немножко утапливает средние, ну и поднимает немножко низкие. Ну, то есть обычно эквалайзер, который, так скажем, делает ярче высокие и низкие. И основной фишкой сие чудо, сие пресета, у нас идет Нектар 3. В паре роликов видел, что тут делают пресеты, допустим, Home VoiceOver Enhancer, Intense Movie Trailer, потом приз Giveaway. Но, как по мне, самый приятный здесь пресет — это подкастер. Тут идет, обычный питчик, эквалайзер первый. Я срезал низкие на вот этих значениях, чисто чтобы не было лишнего шума, скрежета. Эквалайзер идет. Тут у нас вот такие значения. Заранее предупрежу, изначально в этом пресете, здесь в эквалайзере другие значения. Я тут под себя подстраивал. Можете попробовать их. В принципе, для хорошего звука они подходят. Ну и компрессор дефолтный идет от этого же пресета. В принципе, из этого все. Можно добавить вайдер. Вайдер, он делает звук более глубоким. Ну, ради примера, вот я добавлю на 35, вы сейчас слышите, как будто оно все распространилось, весь мой голос распространился. Ну, я его, честно говоря, не очень использую, потому что он не сильно хорошо сочетается с моим голосом. Про экспандер, ну тут дефолтный, 2-40, 10-50. Кому неохота, чтобы у них хотя бы какие-то шумы проходили в эфир, то есть вот, допустим, я включаю экспандер, и все, он моментально глушит после моей фразы. Вот. Но мне это не нравится, потому что, допустим, если я хочу сказать что-то тихо, он начинает вырезать, и это не очень приятно. То же самое с шумодаун, но он, в принципе, делает хуже звука, когда начинаешь говорить, что там, часть звука может вырезать. Поэтому, это не очень приятно, и я это не включаю. В принципе, на этом все. Быстро, кратко, понятно. Пользуйтесь. С вами был меня зовут Никита. Я вас жду на своем Твиче. Ссылочка в описании.